Когда речь заходит о самом начале загадки Бермудского треугольника, первое, что всплывает в памяти — исчезновение эскадрильи Flight 19. 5 декабря 1945 года 15 человек на 5 торпедоносцах Avenger были отправлены с военно-морской базы Форт Лодердейл во Флориде для проведения обычного тренировочного полета. Погода была ясна, топливо в норме, а маршрут должен был занять всего лишь около 3 часов. Спустя некоторое время после взлета пилоты начали передавать по радио тревожные сообщения. Их компасы не работают, они не видят земли и кажется, что они сбились с курса. Лейтенант Чарльз Тейлор, руководивший группой, докладывал, что ландшафт под ними выглядит странно, а вода очень белой. С каждой минутой ситуация ухудшалась. Участники Flight 19 путались в координатах и обсуждали, где они находятся, над Флоридой или Багамскими островами. В какой-то момент связь с ними оборвалась полностью. Спасательный самолет «Мартин Маринер» с 13 членами экипажа был отправлен на поиски пропавшей группы, но этот самолет исчез также бесследно. За 4 дня было задействовано более 200 самолетов и 21 корабля, но ни одной детали самолетов или следов пилотов так и не нашли. Пропали люди, техника, радиосообщения, все исчезло, словно растворилось в воздухе. Но это только начало цепочки странных событий в зоне Бермудского треугольника. За почти 100 лет до исчезновения эскадрильи в 1872 году парусник Мэри Селест был найден дрейфующим в Атлантике. Его обнаружил британский корабль Дей Грация примерно в 400 милях к востоку от Азорских островов. Корабль был практически цел, паруса имели повреждения, но груз и запасы провизии оставались нетронутыми. Самое удивительное, на борту не было ни одного члена экипажа или пассажира. Личные вещи, еда на столах, швейные принадлежности, даже сундуки – все выглядело так, как будто люди просто исчезли за пару минут до появления помощников с британского судна. Следов борьбы или паники не нашли. На борту оставались неиспользованные спасательные шлюпки и даже игрушки дочери капитана. Причина исчезновения команды остается неясной до сих пор. Не было признаков нападения пиратов или стихийного бедствия. Капитан, его жена, маленькая дочь и еще 7 моряков навсегда исчезли из истории. Только стоит задуматься, что произошло с Мэри Селест и Flight 19, как становится понятно, почему Бермудский треугольник считается одним из самых жутких мест на планете. Оба случая разделяют десятилетия, и все же из всего множества исчезновений именно эти истории запустили волну домыслов о необычном феномене. Каждый раз, когда корабль или самолет исчезал в этой области, по миру прокатывалась новая волна слухов, аномальные магнитные поля, дыры в пространстве, призраки морей. Несмотря на то, что с момента событий с Flight 19 прошло больше, чем 70 лет, до сих пор не было найдено ни одного его обломка. Даже современные поисковые технологии, радары, гидролокаторы, автономные подводные аппараты не обнаружили ничего связанного с пропавшими самолетами. История Мэри Селест до сих пор вызывает споры у историков и моряков. Почему бесследные исчезновения случились именно здесь? И почему попытки найти разгадку одна за другой проваливаются? Погрузившись в детали этих инцидентов, сложно осталось равнодушным. С каждой новой историей загадочность Бермудского треугольника только нарастает. Но эти загадки — это лишь верхушка айсберга. Дальше в нашей истории встречаются события еще более загадочные и необъяснимые. Исчезновение целых самолетов, странные радиопомехи и шокирующие детали, которые навсегда изменили восприятие этой области. Одним из самых поразительных и малообъяснимых происшествий в истории Бермудского треугольника остается исчезновение самолета Star Tiger. Январь 1948 года. Прохладная ночь в Атлантике. Самолет пассажирской авиакомпании British South American Airways должен был доставить 31 пассажира и 6 членов экипажа с Азорских островов на Бермуды. На борту находились опытные пилоты, среди которых командир Брайан Макмиллан и штурман Дэвид Тейлор. Машина считалась надежной, 4 мотора, 12 тонн веса, был тщательно рассчитан маршрут, к тому же не ожидалось никаких аномалий. Вечером самолет взлетает с острова Санта-Мария, погода обещала быть спокойной, однако температура воздуха постоянно снижалась. Это создавало дополнительные сложности для двигателя. Уже над Атлантикой связь с самолетом стала периодически пропадать, но экипаж уверенно держал курс на Бермуды. По расчетам, приземлиться они должны были ближе к рассвету. Диспетчеры внимательно отслеживали рейс, принимая сообщения каждые полчаса. Когда до Бермуд оставалось всего 200 миль, пилоты Star Tiger в последний раз вышли на связь. Диспетчер четко запомнил голос Макмиллана. «Ожидаем посадки через 20 минут». С этого момента эфир внезапно наполнился странными помехами. Вместо обычных коротковолновых сигналов шли искаженные звуки, а иногда слышались непонятные фразы, словно вторгалась еще одна радиостанция. Пилоты не отвечали на вызовы. Позже радисты с 2 соседних островов утверждали, что в тот же момент принимали на своих частотах неразборчивое жужжание, которого не было раньше. Когда самолет не прибыл в аэропорт, тут же началась масштабная операция по поиску.
На утро в воздухе было уже около 20 самолетов, а к вечеру подключились американские и британские корабли, всего более 30 единиц. Охватили пространство в радиусе более 300 миль вокруг предполагаемого маршрута полета. День за днем поиски не приносили ни малейшей зацепки, ни клочка обшивки, ни следа масла, ни одного предмета с борта. Радиолокационные данные показывали, что никакой крупной аварии или резкого изменения курса не было. До последней минуты самолет летел точно по намеченному маршруту. Любопытно, что спустя несколько дней после исчезновения среди радистов и авиадиспетчеров стали распространяться слухи о продолжающихся аномальных радиопомехах на этом участке. В течение недели фиксировали короткие, очень резкие волны шума, будто что-то мешало всем авиасигналам в этом секторе океана. Некоторые пилоты даже отмечали на своих приборах необъяснимые всплески электромагнитных помех. На момент исчезновения никто не мог объяснить, почему на столь высокой высоте вдруг внезапно теряется радиосвязь, особенно учитывая, что погодные условия оставались довольно стабильными. В ходе расследования специалисты детально проверили всю техническую документацию и записи переговоров. Star Tiger имел достаточный запас топлива, ветер был боковой, но не критичный, а ни один из моторов ранее не давал сбоев. Отсутствие обломков или любых следов в районе поиска лишь увеличивало шок и недоумение среди родственников пассажиров. Даже спустя десятилетия эксперты авиации не смогли прийти к единому мнению. Исчезновение произошло мгновенно и абсолютно бесшумно. Через пару месяцев после пропажи Star Tiger другой самолет этой же авиакомпании, Star Ariel, исчез почти в тех же условиях и в том же районе, снова оставив после себя только радиотишину, странные помехи и растерянность поисковых команд. Оба исчезновения и странное поведение радиоволн стали одной из главных причин, почему Бермудский треугольник стал ассоциироваться не только с таинственными исчезновениями, но и с необъяснимыми сбоями техники и связи. Погружаясь в эти истории, зрители могут заметить, что странности Бермудского треугольника проявляются не только на поверхности и в небе, но и таятся под водой. Ведь еще одна часть этой загадки связана с необычными свойствами океана, о которых мало кто догадывается. Природа скрывает под поверхностью треугольника по-настоящему удивительные и опасные явления, способные воздействовать на корабли и самолеты самым неожиданным образом. Погружаясь в глубины Бермудского треугольника, становится ясно, загадка исходит не только с неба или поверхности океана. Океан здесь вовсе не так прост, как кажется. Под поверхностью этих вод прячется нечто по-настоящему необычное, природная ловушка, о которой с тревогой говорят ученые и мореплаватели. Сначала внимание привлекают вспышки газа метана, которые могут таиться в толщах морского дна. Эти зоны залегания называются гидратами метана, в буквальном смысле ледяные ловушки на глубинах в сотни футов. Когда давление на морское дно ослабевает или землетрясение расщепляет пласт, происходит резкий выброс пузырьков метана прямо в океан. Масштабы таких выбросов поражают. Количество газа, выделяемое в считанные минуты, сопоставимо с тысячами кубических ярдов. Образуются гигантские области пенной воды, плотность которой уже не может держать тяжелый корабль на плаву. Морские суда, попавшие на такой участок, буквально проваливаются вниз. Их днище перестает сопротивляться воде, и за считанные секунды даже крупные суда могут уйти на дно. Официальные эксперименты проводились в лаборатории морских исследований Флориды, где моделировали такие выбросы. Даже массивные макеты кораблей тонули мгновенно, как только попадали на пенную поверхность. Многие из исчезнувших в треугольнике кораблей не оставили на поверхности ни мусора, ни следов топлива. Это хорошо совпадает с гипотезой о спонтанных выбросах метана. Если судно тонет вертикально и не сталкивается с сильными ударами, оно практически не разваливается, а идет на дно целым. К тому же образующаяся пенная зона может быть достаточно большой, чтобы не дать даже экипажу использовать спасательные плоты. Температура воды и состав газовой смеси могут вызвать у людей внезапную потерю сознания. Моряки с разных судов сообщали о странных пузырях, поднимающихся из глубины, а рыбаки рассказывали про мертвые зоны, где вода вспенивается и не слышно ни единого крика чаек. Но и это только часть подводной опасности. Воды Бермудского треугольника подогреваются мощными теплыми течениями Гольфстрима. Этот гигантский поток горячей воды формируется у берегов Кубы и Флориды, разгоняется до 15 миль в час и буквально срезает с поверхности любые легкие обломки. В результате после любой аварии корабельные остатки могут быть мгновенно унесены на сотни миль от точки происшествия. Для спасательных служб это становится почти неразрешимой задачей – искать обломки в зоне, где течение их уносит каждую минуту в непредсказуемом направлении. Погружаясь все глубже, можно обнаружить еще одну странность – так называемые голубые дыры.
Это гигантские подводные воронки, некоторые из которых достигают в диаметре более 300 футов и уходят вниз почти на 400 футов. Такие образования – настоящий подводный лабиринт со своими сильными водоворотами и резкими перепадами давления. Если судно заходит над такой воронкой, течение может резко потянуть его к центру, тогда даже крупные суда рискуют потерять устойчивость, а водоворот втягивает их вглубь настолько быстро, что экипаж не успевает поднять тревогу. Некоторые исследователи отмечают, что именно в районе знаменитой Багамской банки и острова Андрос наблюдались самые мощные выбросы газовых пузырей и формирование опасных водоворотов. В отчетах ВМС США фиксировались случаи, когда навигационные приборы реагировали на аномальные подводные течения. Тут стрелки компаса начинали быстро вращаться, а глубиномеры давали странные скачки показаний. Обычные морские карты не всегда предупреждали об этих изменениях, ведь голубые дыры могут перемещаться и расширяться после подводных сдвигов. Инженеры, которые занимались расположением подводных кабелей и изучением глубин, сталкивались с еще одним феноменом. Пласты ила могут внезапно сдвигаться, образуя настоящее ползучее дно. Такой подвижный грунт способен мгновенно накрыть суда, затонувшие без единого намека на кораблекрушение. В результате на поверхности не остается даже самых легких обломков, их просто засасывает под слой ила и песка. Если учесть все эти явления, метановые выбросы, водовороты, мощные течения и оседающие пласты дна, то становится понятно, почему поисковые экспедиции часто возвращаются ни с чем. Все, что попадет в эти подводные ловушки, исчезает бесследно и, возможно, навсегда остается вне досягаемости даже самых современных подводных роботов. Но не только подводные аномалии заставляют говорить о Бермудском треугольнике с тревогой. Над водами островов нередко бушуют грозы, формируются молниеносные торнадо и появляются оптические иллюзии, которые могут сбить с толку даже самых опытных навигаторов. Именно погодные феномены, обманы зрения и внезапные штормы становятся следующим ключом к разгадке исчезновений в этой таинственной области. Когда кажется, что загадки Бермудского треугольника можно объяснить только подводными ловушками, над самой областью внезапно разыгрываются погодные феномены, не менее опасные и непредсказуемые. Атлантика в этих широтах известна своими резкими сменами погоды. Даже утром, когда горизонт абсолютно чист, уже через пару часов небо может затянуться тучами, а над водой разразится шквалистый ветер. Сильные грозы, тропические ливни и смерчи здесь не редкость. Пилоты отмечали, что иногда плотные облака полностью скрывают солнце, а компасы и приборы навигации начинают выдавать ошибочные данные из-за электромагнитных бурь. В середине 20 века экипажи транспортных судов и авиалайнеров не раз докладывали о внезапных черных грозах. Эти погодные аномалии проявляют себя буквально за минуты. Небо неожиданно темнеет, видимость резко падает до нескольких футов, а молнии начинают бить с невероятной частотой. В одном из отчетов американских метеорологов описывается случай, когда в марте 1954 года британский транспортник Silent Spirit попал под мощный тропический шквал. Судно всего за 3 минуты оказалось полностью окружено стеной дождя и плотной пеленой водяной пыли. Капитан сумел с трудом вырулить только благодаря старому морскому логарифму, потому что компас вдруг начал метаться, а карта высветилась странным сиянием. Не только дожди и молнии представляют угрозу для навигаторов. Часто над треугольником возникают редкие оптические явления, так называемые обманки. Это атмосферные миражи, которые при определенной температуре и влажности могут искажать реальное положение горизонта. Моряки с парусника «Вектор» в январе 1960 года сообщали, что на рассвете вдруг увидели второй горизонт и 2 солнца одновременно. При попытке скорректировать курс по этим миражам судно почти наскочило на отмель. О подобных случаях писали и авиаторы. При подлете к правой части треугольника, где часто встречаются танцующие облака, линии горизонта размываются, а ощущение высоты пропадает. Сильные воздушные потоки, вращаясь вблизи поверхности воды, формируют короткоживущие, но очень мощные торнадо. Один из самых известных инцидентов произошел летом 1939 года, когда американский катер береговой охраны «Эсперанса» запеленговал на радаре быстрое образование водяного смерча. 15-футовые волны, вращаясь вокруг центра воронки, подняли мелкие лодки и даже смыли часть груза с верхней палубы. Водяные смерчи способны достигать высоты более 400 футов и существовать десятки минут, полностью перекрывая движение на морских трассах. Бытует мнение, что ряд судов без следа исчезали именно под действием этих смерчей. Небольшое судно просто затягивалось в эпицентр, а затем оно либо тонуло, либо уносилось на десятки миль в сторону. Погодные аномалии особо опасны для самолетов. Уже в конце 30-х годов пилоты отмечали явление, названное позднее микровзрыв. За считанные секунды небольшое облако скапливается в одну точку, потом из него вырывается стремительный нисходящий поток воздуха.
Его скорость может превышать 100 миль в час. Если самолет попадает в такую зону, даже современный авиалайнер начинает резко терять высоту. А это смертельно опасно на малых высотах при заходе на посадку или взлете. В архиве американских ВВС зафиксирован доклад пилота рейса Дельта Чарли в августе 1971 года. На высоте 2000 футов внезапно возник сильнейший ветер, приборы дали резкое понижение давления, а затем самолет почти вертикально упал на 300 футов. Лишь благодаря опыту экипажа удалось избежать трагедии. Еще одним фактором становится моментальный переход температурных слоев. Океан прогревается с разной скоростью, и на границах слоев формируются густые туманы. Они не только затрудняют видимость, но и способны сбить с толку даже самые современные системы управления. Электромагнитные бури часто совпадают с резкой сменой температур, и в итоге приборы начинают показывать противоположные значения курса или высоты. Многие исчезновения связывают именно с этими аномалиями. Когда пилоты сходят с маршрута на считанные мили, дальше поиск обломков становится практически невозможен. Важно и то, что именно в этом районе наблюдается частое появление редких огненных шаров, молний особого типа, которые возникают в воздухе при столкновении теплых и холодных масс. Свидетели докладывали о светящихся шарах диаметром до 2 футов, которые проносились по палубе или появлялись прямо в кабинах самолетов. В августе 1957 года экипаж грузового судна «Ла-Пас» наблюдал 3 такие шара, которые сверкнули прямо перед мостиком, а спустя мгновение компасы и рация вышли из строя более чем на 10 минут. Погружаясь в атмосферу таких аномалий, становится понятнее, почему даже современные летчики и моряки записывают в бортовые журналы необычные случаи, неисправности приборов, ложные сигналы, внезапные сбои в работе двигателя. Система навигации, оптика и даже человеческое восприятие могут давать сбои под натиском таких явлений. Все эти примеры, подтвержденные фактами, докладами и отчетами, еще раз подчеркивают, Бермудский треугольник – это не только зона риска под водой, но и настоящий полигон для атмосферных феноменов. Тем не менее, несмотря на внезапность и масштаб этих погодных ловушек, ученые продолжают искать рациональные объяснения всем исчезновениям и доказывать, что за загадкой треугольника кроются вполне реальные силы природы, хоть и не всегда поддающиеся контролю. Весь ажиотаж вокруг Бермудского треугольника постоянно подпитывался историями о призраках, космических порталах и подводных цивилизациях. Но как только к разгадке подключились ученые, фактов и экспериментов стало больше, а тумана меньше. Уже в 60-х годах океанологи США провели первую серию глубоководных исследований на дне между Майами, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. С помощью гидролокаторов выяснилось, что на дне лежат мощные пласты газовых гидратов, способных выбрасывать огромные пузыри метана при самых незначительных сдвигах. В лабораторных условиях показали, если корабль попадает в зону резкого всплытия таких пузырей, вода вокруг судна теряет плотность, и оно тонет практически мгновенно, не оставляя шансов на спасение ни экипажу, ни поисковым командам. Уже в 80-х годах группа специалистов из Флориды провела полевые опыты с моделями судов и плотностью воды, насыщенной газом. Все они, без исключения, тонули за считанные секунды. Это объясняло сразу несколько древних исчезновений. Никаких обломков, спасательных шлюпок или радиосигналов. Все исчезает на глазах, и течение Гольфстрим быстро уносит даже крупные детали прочь от места происшествия. В этот же период авиационные аналитики взялись за расследование исчезновений самолетов. После расшифровки многочисленных радиопереговоров вспомнили о так называемых зонах радиотени, которые формируются из-за редких погодных разрядов и электромагнитных бурь. Инженеры провели испытания с реальными рациями. При определенной высоте и погоде над треугольником техника просто выходит из строя, связь пропадает, а компасы резко сбиваются. Официальный отчет Федерального авиационного агентства за 1992 год показал, что в районе треугольника из-за аномальных электромагнитных бурь пилоты чаще теряют ориентацию при сильном тумане и шторме. Параллельно метеорологи зафиксировали новые рекорды по скорости образования смерчей и микровзрывов. Американские ученые доказали, за 5-10 минут в этом секторе формируются сразу 2 или 3 атмосферных фронта, которые могут приводить к появлению черных гроз и резкой смены давления. Вся электроника на борту при этом начинает реагировать непредсказуемо, а видимость уменьшается до нескольких футов. Поэтому пилоты сбиваются с курса, теряют контроль над судном и попадают в условия полной радиотишины, после чего самолет уходит с радаров. Архивы береговой охраны и ВМС США полны официальных докладов об исчезновениях судов, которые позже находили в сотнях миль от маршрута, иногда перевернутыми, тонущими без признаков аварии. В каждом таком случае зафиксированы сильные штормы, резкие скачки температуры воды и стремительные течения. Более того, геологи, исследовавшие голубые дыры, обнаружили, что их диаметр и глубина могут меняться после каждого подводного землетрясения или выброса газа. Когда дно внезапно оседает, любое затонувшее судно моментально оказывается под слоем ила и песка.
Даже мощные магнитные лебедки подводных аппаратов не всегда способны что-либо найти. Авиационные эксперты в начале 2000-х годов еще раз пересмотрели все архивные инциденты, сравнили их с погодными картами и маршрутами. Выяснилось, что исчезновения самолетов, как правило, совпадают с редкими погодными фронтами, особенно ночью или ранним утром, когда видимость резко падает из-за тумана или дождя. Именно в такие моменты радиосвязь чаще всего исчезает, а экипажи ошибаются с азимутом. Радиопомехи, которые раньше считали мистическими, теперь определяют как результат наложения сигналов нескольких станций в условиях, когда слои атмосферы становятся особенно проводящими. Иногда даже обычные молнии, проходя по поверхности воды, вызывают кратковременное выключение приборов. Подробности флотационных испытаний, расчеты изменения плотности воды, реальный режим движения Гольфстрима и влияние электромагнитных бурь на электронику – все это давно лежит в открытых отчетах океанологов, метеорологов и инженеров. Именно сочетание уникальных природных факторов и аномалий, а не потусторонних сил, объясняет большинство исчезновений судов и самолетов. Бермудский треугольник – это редкое место, где подводные процессы, сильные течения, бурные грозы и магнитные возмущения действуют одновременно. Поэтому здесь и сегодня риск сбиться с курса или попасть в зону мощной стихии гораздо выше, чем в любой другой точке Атлантики. Тем не менее, район остается одним из самых тщательно изучаемых и патрулируемых, а современные системы навигации и спутниковая связь свели шанс на загадочное исчезновение почти к нулю. Реальность оказалась не менее захватывающей, чем самые мистические легенды, да, но вместо загадок теперь у нас есть целая коллекция умопомрачительных научных разгадок.